Привет, друзья, с вами Роман, испытатель электротранспорта электроскутера сети Кока Skyboard BR70 мощностью почти 4000 Вт. Проведу реальный тест-драйв, замерю реальную скорость и дальность поездки, расскажу о технических характеристиках, параметрах, залезу внутрь и дам независимую оценку данной модели. Итак, электроскутер сети Кока Skyboard BR70, запасайтесь вкусняшками, будет очень интересно. Многие знают, что я очень люблю электротранспорт, и меня хлебом не кормит, дай протестировать новую модель. И вот, один из самых крупных производителей электроскутеров согласился предоставить на мои испытания свою продукцию. Уж не знаю, чем руководствовались ребята, знали ли они, что я буду стараться разносить технику в хлам, однако электроскутер ужел меня. Основным преимуществом электроскутера является возможность управления при наличии любого водительского удостоверения, начиная с категории М, которую в России можно получить с 16 лет. А если у вас есть уже открытая категория из перечисленных на экране, то М-ка открывается автоматически. Но это далеко не все преимущества электроскутеров, и о них я буду рассказывать на протяжении всего видеоролика. Начну по любимой традиции с элементов управления. По обеим сторонам руля расположены рычаги полноценных гидравлических тормозов. Левый рычаг отвечает за торможение задним колесом. Правый рычаг, соответственно, является передним тормозом. Помимо гидравлических тормозов предусмотрена и рекуперативная система торможения. Каждый из рычагов имеет концевик, и при легком нажатии на ручку срабатывает плавное торможение электродвигателем, при котором заднее мотор-колесо возвращает на батарею небольшое количество энергии. Так что во время спуска с горок можно немного подзаряжать аккумулятор. Сейчас я продемонстрирую, как это работает. Обратите внимание на индикатор заряда батареи. Сейчас мигает последнее деление. Начинаем оттормаживаться, и у нас идет подъем энергии на АКБ до 2 делений. При полной остановке, когда обратный заряд прекращается, остается уже одно полное деление без каких-либо перемигиваний. Далее по элементам на руле. С левой стороны тумблер переключения ближнего и дальнего света, переключатель поворотников, и кнопка звукового сигнала. По правой стороне руля расположен замок включения электроскутера с ключевым доступом. Положений всего 3. Первое – выключен. Второе – включен и готов к поездке. Третье положение включает переднюю фару и габаритный огонь. Включение возможно из брюка сигнализации при помощи двойного клика по кнопке «Молния». В этом случае фара и габаритный огонь не будут задействованы. Рядом с замком включения находится кнопка выбора скоростных режимов с 1 по 3. Подробнее о них я расскажу во время тест-драйва. По центру руля установлен информационный ЖК-дисплей со следующими показателями. Ready – готов к поездке. Показатели включения поворотников, фара освещения, спидометр, парковка неактивна, задний ход неактивно, включенный тормоз или стояночный, ошибка контроллера, ошибка мотор-колеса, ошибка ручки акселератора, вольтаж, индикатор заряда, одометр, выбранный скоростной режим и низкий уровень заряда батареи. Как вы уже заметили, электроскутер Skyboard BR70 имеет в штатной комплектации все необходимое для поездок по дорогам общего пользования, от боковых зеркал до светошумовых приборов. Но что еще есть в качестве бонусов? Первое – это громкая Bluetooth-колонка.
Второе – держатель для телефона с USB-разъемом для подзарядки. Кстати, это не хлипкая конструкция, а действительно добротный вариант крепления гаджета. Третье – защитный чехол антидождь со светоотражающими элементами. Четвертое – набор полноценных ключей для сборки и протяжки основных узлов. Делаю акцент на том, что ключи реально хорошего качества, а не те, что идут в дешевых моделях Ситикока, о которые легко порезаться или травмировать руки. И, наконец, пятое – это дополнительный съемный кофр для перевозки ручной клади или других полезных вещей. Здесь также легко разместить внушительное количество продуктов из магазина. И обратите внимание на дополнительные ребра жесткости и усиленное крепление, которое фиксирует багажник без возможности разболтаться. Но при всем при этом кофр является быстросъемным. Логично, что в комплекте вы найдете документацию на русском языке, но вот самое интересное. Зарядное устройство на 5 ампер, железный короб, система воздушного охлаждения, прям вот реально пахнет надежностью. Вы не думайте, что я собираюсь нахваливать данный электроскутер на протяжении всего видео. Здесь есть свои нюансы, до которых мы еще доберемся. Но блок питания все же шедевр и в плане скорости зарядки имеет реальные преимущества перед теми, которые опять-таки встречаются в более дешевых моделях и выдают всего 2-3 ампера максимум. Время полной зарядки не превышает 5 часов. Я реально проверил, это действительно так. Лично я еще не встречал электроскутеров, способных похвастаться таким показателем. Обычное время зарядки у них составляет от 8 до 10 часов. Аккумулятор здесь быстросъемный, с ключевым доступом, так что зарядку можно производить в любом удобном для вас месте, в гараже или даже в квартире. Материал основной рамы – металл, скорее всего сталь. Маркировку сплава я не скажу, ее здесь, к сожалению, нет, но магнитится точно. А вот что есть на раме электроскутера Skyboard BR70, так это VIN-номер, что очень радует. Перейдем к комфорту поездки. Сиденье я бы назвал полуторкой, здесь могут спокойно разместиться 2 маленьких китайца или 1,5 славянина. Мне с ростом 177 см вполне комфортно сидеть, оперевшись на кофр спиной. Здесь есть такая классная подушечка под поясницу, ну просто супер. Поездка вдвоем, даже с девушкой, смотрится немного странно. Водитель в такой ситуации чувствует себя некомфортно. Что происходит с пассажиром, я даже думать не хочу. Вот так, тесно. Считайте, что это индивидуальный транспорт повышенного комфорта. Кстати, максимальная нагрузка, заявленная производителем, составляет 180 кг, хотя я уверен, что он способен выдержать и больше. Мелкие неровности на дороге хорошо сглаживают накачиваемые бескамерные колеса. Что касается более серьезных перепадов, здесь отлично отрабатывает система амортизаторов. Вилка мотоциклетного типа спереди и двойные воздушно-масляные амортизаторы на заднем колесе по типу маятника. Крылья из довольно прочного и гибкого пластика реально защищают от грязи. Еще одно преимущество электроскутера – он не пахнет бензином и не пачкает одежду маслом. Так что на данном транспорте можно ездить даже в деловом костюме. Поговорим о защите и безопасности самой модели. Электроскутер Ситикока Skyboard BR70 оснащен системой звуковой сигнализации.
Стоит пошевелить электробайк, и он начнет возмущаться. Если попытаться его укатить, он заблокирует мотор-колесо. А если тащить волоком, то и это будет довольно проблематично, так как здесь есть возможность блокировки руля. Выворачиваем руль и закрываем замок. Собственный вес, кстати, составляет 98 килограмм. И если потенциальный угонщик не наложит кирпичей от такой тяжести, то владелец самостоятельно может успеть надавать хулигану по орехам. Бешеная сука! Ну и не будем забывать, что камеры сейчас практически на каждом углу. Габариты Ситикока Skyboard BS70 вы видите на экране. Высота по рулю 120 см, высота по зеркалам 142 см, длина 194 и ширина 81 см. Клиренс по самой нижней точке составляет 13 см. Ну что, погнали на тест-драйв, замерим реальную скорость и дальность поездки, а также залезем внутрь электроскутера. Перед началом тест-драйва я хочу проверить, имеет ли одометр расхождение с GPS. Для этого я сейчас проеду расстояние до переключения по одометру с 75 км до 76. Как увижу 76 км на одометре, сразу включу GPS и проеду еще 1 км. Таким образом мы сможем понять, насколько точно электроскутер отсчитывает собственный пробег. 90% Ситикока, которые я тестировал, очень часто врали в данном показателе. Значит, 76 километров точка. Отметка есть. Здесь сбрасываем GPS. Все, GPS 0 метров. Как только увижу на GPS километр, остановлюсь и посмотрим, что будет по одометру. Погнали, посмотрим восхождение. Так, по GPS вижу уже 1,1 километр, 1 километр 100 метров, а по одометру еще 76. То есть то, что он не преувеличивает, это уже хорошо. Сейчас посмотрим, где он сравняется. Но у меня была ситуация, на светофоре стоял, а GPS продолжал накручивать, там буквально 100 метров, наверное, он мне накатал. Все-таки спутники они такие, не настолько точные, как замер по колесу. Ну, сейчас посмотрим, что получится. Пока на одометре 76. Оп, стоп, 77. Все, одометр переключился. 77 километров. На GPS. Запись у вас на экране. 1 километр 100 метров. Ну, в общем, он идет не то что ровно. Он даже чуть-чуть запаздывает за GPS, но это вполне нормально. То есть погрешность 100 метров, причем 100 метров эти в плюс не на одометре, а именно в плюс на GPS. Так что здесь прям вообще все четенько. Нифига себе, могу сказать я. Это очень круто, реально. То есть он не врет. Он ни разу не врет. Он может занижать немножко, там на метров, ну получается 50, да? Но никак не врать точно. В общем, суммарно могу сказать, что в дальнейшем я буду мерить его дальность поездки реально по одометру на тест-драйве. GPS я уберу, нафиг он мне не нужен. Не люблю я, когда здесь что-то болтается. Хотя, кстати, это шикарный бонус от производителя. Bluetooth-колоночка тоже супер. Так сказать, в топ-комплектации. Реально зачет и респект за это компании Skyboard. В этом плане они молодцы. Ну что, поедем замерим скорости. Итак, я полностью зарядил аккумулятор и сейчас проведу замер максимальной скорости во всех трех режимах.
Мощность мотор-колеса Skyboard BR70 составляет 3950 Вт и по заявлению производителя позволяет разгонять электроскутер до 67 км в час. Давайте посмотрим, каких показателей удалось добиться мне во всех скоростных режимах. Начнем с третьей. Максимальная скорость составляет 64-65 км в час с моим весом 97 кг. 58 вижу, 59. Вровень идет с GPS, бортовой компьютер, очень круто. 63 по GPS. 63,8 по GPS. 64 по GPS. Почти 65 было. На второй скорости он набирает легко 60 км в час. Почти 62, 62,8, 63. Вторая скорость, максимальный показатель, составляет 62-63 км в час. Да, разница между второй и третьей скоростью, она невелика. Ну что ж, замерим первую скорость. Если он выше 40 на первый разгонится, я вообще не удивлюсь. Первая скорость уже 45 км в час, 47, 48, 50 на первой скорости, 51. Обалдеть! До 51 км в час на первой скорости, ребят. Вот это да! Так, ну вот он остудил мой пыл. Как я понял, у него просто по первой скорости стоит ограничение. Ну вот 45-46 он едет. Да, то есть он разогнался, понял, что что-то многовато. И, значит, контроллер ограничил скорость 46 км в час. И первая скорость, максимальный показатель, составляет 45-46 км в час. Причем, заметьте, ограничение скорости происходит плавно. Контроллер просто прекращает выдавать высокую мощность, при этом поддерживая необходимую скорость, без лишнего торможения. И сейчас проверим, будут ли мне раздраженно сигналить сзади на дорогах общего пользования. Есть люди, которые считают, что электроскутеры на сегодняшний день слишком медленные. Давайте проверим, миф это или реальность. Для данной модели я выбираю второй скоростной режим, он является здесь самым оптимальным. Не тратит сильно энергию на старте со светофора и имеет вполне приемлемую скорость для городских условий. В электроскутере Skyboard BR70 установлен быстросъемный 60-вольтовый литионный аккумулятор на 23 ампер-часа или 1380 ватт-часов. И по заявлению производителя электробайк имеет запас хода от 45 км на одном полном заряде. Естественно, все испытания производителя происходят при идеальных условиях, которые вы сейчас видите на экране. Прорвемся. Ну, я могу сказать так, шел он довольно уверенно, но потом, к сожалению, расстроил. То есть вот прям супер продолжительная горка с таким градусом, а тут градусов, наверное... 45. Почти. Ну, 40, ладно. Да нет, наверное, 35.
где-то 35 градусов. То есть 25 градусов он, я думаю, легко поедет с такой мощностью. Ну что, друзья, вот в общем-то и все. Электроскутер сел. Посмотрим общий пробег. Общий пробег 119 километров в итоге. Все показатели я сейчас вам выведу на экран, какая у меня была средняя скорость и сколько мне удалось проехать. При какой нагрузке, какая температура воздуха на улице, ну и так далее. Все эти показатели вы сейчас видите на экране. Много это или мало с 23 амперной батареи, тут уж судите сами. По факту я считаю, что это, ну, прям неплохой результат реально. С батареей 23 ампер часа такая дальность поездки. Учитывайте, что если скорость у вас будет выше, то есть если постоянно топить на максималку, это порядка 50-60 км в час постоянно поднаваливать, конечно, пробег будет меньше, с такой же нагрузкой, как была сейчас на тест-драйве с моим весом. Это логично. А теперь давайте заглянем внутрь электроскутера и посмотрим на качество сборки. Так, ну давайте заглянем вовнутрь. Езжу сейчас, мокрая погода достаточно. То есть такая сырая, башня Федерации в тумане. В общем, лужи. Всюду лужи. Встал под мост специально багратионовский. Так, значит, по попаданию воды, что у нас внутри? Так, ну вот я... Это не вода. Это спайка. Вот пыль вижу. Пыль есть. А воды? Но воды пока не вижу внутри. Вот здесь есть влага, попадание, значит, по краю. Как я скрыл крышку, по краю влага есть. Но внутри пока не вижу ничего. Сейчас открутим еще две планки, вытащим контроллер, посмотрим. Ну вот эта вот упаковочка мне очень нравится, такой мешочек интересный. Провода спрятаны прям. Пыльный, конечно. Ну ладно, пыль это понятно. Сейчас посмотрим, что внутри дальше. Так, сигнализация. Окей. Все это там клеено. Достать не очень просто. О! Ух ты! А, контроллер. Контроллер вижу 60 вольт. Что еще? Других опознавательных знаков я не вижу, к сожалению. Но контроллер такой мощный достаточно. Слушайте, ну тут все прям так хорошо сделано. Так, мне тут сюда вода уже начала литься. Давайте, конечно, покажу быстренько, пока мне тут все не залило. Значит так, опознавательные знаки контроллера. К сожалению, мощность его не указана. Написано 60 вольт. Но я думаю, что это можно у производителя уточнить, что обозначают данные цифры. Ребята все подскажут. Ну такой он внушительный реально. Здесь прям хорошая такая штучка сверху, прорезиненная. Это у нас, как я понимаю, контакты закрыты. Закрыты контакты. Такой вот мешочек тоже прорезиненный, интересный. Ну, провода уложены здорово. Все спрятано. Ну, вы все сами видите, ребята, сигналка. Так, я все это сейчас буду прятать вовнутрь, пока мне сюда не накапало воды. Как-то это, оп, вот так. И вот там это у нас стояло внутри.
Таблицу технических характеристик и цену электроскутера Skyboard BR70 на момент съемки видеообзора вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Чего ожидать в ближайшей партии электроскутеров Skyboard BR70? Будут установлены стробоскопы, заменена передняя фара и резервуары с тормозной жидкостью. В дополнение ко всему, возможна установка более емкостной батареи на 30 ампер-часов, но это не точно. По итогу необходимо отметить, что электроскутер Skyboard BR70 после моих испытаний остался на ходу, и тут даже не образовалось каких бы то ни было лифтов. Данная модель предназначена для использования на дорогах общего пользования, так что не повторяйте то, что увидели в ролике. Я имею в виду поездки по бездорожью, прыжки с бордюров и тому подобное. Берегите свое транспортное средство, и, возможно, оно еще достанется вашим внукам. С вами был Роман, испытатель электротранспорта и электроскутера Ситикока BR70 от компании Skyboard. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, я еще не раз проведу испытания других моделей. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, ведь в скором времени ожидается розыгрыш среди подписчиков. До новых встреч на просторах YouTube.